Всем привет! Новой точкой на карте нашего проекта становится город Йошкар-Ола. А показывать это замечательное место и рассказывать историю своего становления будет серебряный призер финала Гран-при среди юниоров, неоднократный призер этапов Гран-при и серебряный призер чемпионата России 2025 года Дарья Садкова. Нашего нового члена команды зовут Боря. Ну вы посмотрите, какая сладкая булочка. Моя прабабушка Нина Васильевна, она учитель математики, занималась со мной до 8 класса. Как она красиво рисует. Я помню, я всегда к маме приходила, с гордостью показывала свои рисунки, она говорит: вау. Вы считаете себя строгими родителями? Я да. Она брала все полезное. Так, а если честно, Все слезы мы ее видели. когда ребенок куда-то приходит, и это постоянно доводит его до слез, сложно заставить себя приходить в это место вновь и вновь. Что заставляло и мотивировало тебя? У тебя очень хорошо получается. Спасибо большое. Мне кажется. У меня родственники из Самарканда, видимо. Привет, моя хорошая. Привет, моя звездочка. Видела тебя на Байкале. Место твое на первой партии. Даже помню, ты вот тут сидела у меня. Даш, расскажи, пожалуйста, куда мы приехали. Мы приехали в студию рисования. Я здесь рисовала по выходным, насколько я помню. Где-то до, наверное, 7-8 лет. В целом очень люблю рисовать с детства. И эта студия, наверное, оставила некий отпечаток вот в моей памяти. Ну, мне кажется, да, с учетом того, что твоя профессия, она, безусловно, творческая сейчас. Это сказалось, мне кажется. Да. Ну и иногда могу рисовать, когда есть вдохновение. Знакомлю вас, это мамина подруга Наталья. Знаю ее с детства, с самого рождения, и она меня тоже. Она преподает в этой студии. И будет нам помогать. Да, я очень рада видеть тебя и видеть твои изменения прекрасные в лучшую сторону. И давай порисуем, вспомним детство. Да. Есть ли дома какие-то рисунки? Да, есть. Некоторые еще у нас висят на стене. Там такая мини-галерея на кухне. Висят мои рисунки и рисунки брата младшего. Дашуня, так как ты родом из Йошкар-Олы, из Марийской, у нас, у марийца, священное животное – это утка. Утка является прародительницей мира. Она снесла яйца, из них вылупились два селезня, которые подняли со дна океана ил и сотворили землю. Вот такая легенда марийская. И ну как же без уток, тем более у нас этих уток очень-очень много, мы порисуем уточку. Нам не нужно анатомически правильно утку, нам нужно, чтобы она была просто интересная, веселая, с задором, как и ты. Забавная, со своим Забавная. шармом, да, у Да. кого-то. А может, Марк нарисует туда селезня? Смотри, Так, это же божество. Вот она снесла яйца, из них выросли селезни. Тебе что больше нравилось рисовать, уток или селезней? Мне кажется, что я рисовала селезня. И для чего вообще нужно рисование спортсмена, вы знаете? Для того, чтобы снять стресс, потому что спорт – это огромный стресс. А когда ты рисуешь, ты расслабляешь. Ты рисуешь уже правым полушарием, ты не концентрируешься на том, что правильно или неправильно. Ты рисовать должна в свое удовольствие, тут нет оценки. Потому что если бы все художники рисовали одинаково, нам нечего было бы смотреть. Пришли бы в картинную галерею, все одинаковые картины. Что за интерес? У каждого должен быть свой стиль, свой почерк, ну и свое настроение. Блин, мне будет очень обидно, если получится не очень. Ну, я же подрисую, потом покажешь другой да, все кадр. хорошо тогда. Ну, в общем, в принципе, Даша, стиль твой и не поменялся, насколько я его помню Да? с детства, да. Ты делала все время маленькие штрихи, они все-таки были неуверенные, но самое главное, что ты не выходила из кабинета, пока не доделаешь. Ты могла плакать, реветь, психовать, рвать бумагу, переделывать, но пока не будет результата, ты не выходишь. Самое это удивительно. Но вот это и сказалось, это же тоже амбиции спортсмена. Мне кажется, что это в моем стиле. Я прям помню, что... А потом, когда у тебя не получился рисунок, ты сказала: помогите мне. Я говорю: ну давай, подправила. Ты только маме скажите, что это полностью сделала я. Я это прям запомнила. То, что тебе нужен был результат, а ты уже утомилась после очередных тренировок. А мы берем охру, пробуем ее здесь. Также мы подцепляем сразу немножечко белой красочки. Если что, можем чуть-чуть подцепить коричневой. Вот. И начнем вот такими маленькими мазочками накладывать краску. Начинаешь ее от головы к туловищу делать. Вот, и белый подцепляешь, чтобы у нас были плавные и красивые переходы. Тем более, если уточка мокренькая. Она так будет более живописно, чем больше на ней будет цветов. Прям от клювика двигайся. От клюва тоже? Да, все, видишь, у нее тут все так. Тут прям да, полностью его... Да, полностью закрываешь. И тут, видишь, коричневый цвет подцепляешь. Марк решил сразу с клювика начать.
Это плохо? Нет, это неплохо, это нормально. Спасибо. В творчестве все нормально. Если мальчиков учить аккуратности, у них не будет смелости. Им нужно давать побольше форматы, пошире кисточку, чтобы они прям вот рисовали своей душой. А девочки все равно к аккуратности. Они же склонны больше там, к вышивке, к каким-то декоративным элементам. Это у девочек уже как в крови практически. Ну, ты смотри, Марка, видишь, как у него даже дергается рука, когда он рисует голову селезня. Что хотя там вот просто Он види. сейчас переживать Да, начнет. нет, я просто констатирую, потому что психология здесь же тоже очень важна. Я помню, я всегда к маме приходила, с гордостью показывала свои рисунки, она говорила: вау, а подпись? Подпись ставь. Все, не пошло. Пошло. Так, и вот... Он даже... Я понимаю, это слабая работа. Мне не нравится, что я не очень точно прописал некоторые детали. Но это потому, что 1,5 часа всего лишь было. Ну, и я как-то на фоне твоей картины, конечно. Ну, вот меркнешь, я понимаю. меркну, отстаю. Ну, теперь серьезно. У меня почему-то, мне кажется, что не получилось передать. Вот здесь перышки, смотрите. А зачем ты Вот сравниваешь? здесь такие, вот здесь такие, вот здесь такие. А у меня все тело как будто оно одно и то же. Вот здесь что-то синее выделяется. А Мне здесь кажется, прям это разная как будто вот текстура, понимаешь, перьев. И Действительно. это выглядит, оно играет совершенно по-другому. Прям величественно. Прям такой самец. Сейчас. Даш, мы приехали в новую локацию. Можешь, пожалуйста, рассказать, где мы и для чего мы сюда приехали? Мы находимся в балетной студии «Реверанс». Тут я начинала растягиваться и заниматься хореографией. Это было еще до фигурного катания или это было параллельно с ним? Я начала только-только вставать на коньки и параллельно ходила сюда. То есть это в возрасте 5-6 лет. Марк, хочу тебя познакомить. Это мой преподаватель Ольга Юрьевна, которая как раз занималась со мной и хореографией, и растяжкой. Можете, пожалуйста, рассказать, какой была Даша в детстве? Дашуля у нас очень, как оказалось, способный ребенок, и я всегда об этом говорила. Красивая девочка, всегда была в форме, всегда очень ответственно, подходила к работе. Но все это не обходилось у нас без слез. Заставляла я очень много работать. Что-то не получалось, но она все равно занималась и достигла таких высот, чему я очень рада. Есть фотография, где я вот у этого станка стою в такой, как бы не пачке, но в купальнике, делаю свечку и плачу. Да. А я говорю, все, Даша, выше, Да, для мамы нужно выше. сделать фотографию. Да. Все время для мамы фотографировали, делали фотоотчет. Какие сегодня затяжки, шпагаты. И слезы. И слезы. И слезы, конечно, без слез ничего не обходилось, но зато есть большой результат. Дашуля большая молодец. Между прочим, это все еще на пуантах. Да, это было еще все на пуантах. Нужно понимать, что когда ребенок куда-то приходит, и это постоянно доводит его до слез, бывает, наверное, сложно заставить себя приходить в это место вновь и вновь. Что заставляло и мотивировало тебя приходить сюда? Это желание становиться лучше. Также меня притягивало к себе вот само место такое уютное, красивое. И, конечно, Ольга Юрьевна, как педагог, была очень хорошая. И строгая. И строгая. Ну что, Марк, потанцуем, да? Да, конечно. Я также занималась еще достаточно долгое время восточными танцами. Не в этой студии, а в другой, она находится рядом. Занималась я вместе со своей мамой. Она также танцевала, выступали на разных турнирах по восточным танцам, не только здесь, в Йошкар-Оле, но и в Казани, и в Чебоксарах. Восточные танцы также дали мне пластику, и мы можем сейчас попробовать. С удовольствием. Основные движения в восточных танцах выполняются бедрами. Готов. Мы вообще. можем сейчас начать с небольших таких восьмерок тазом,
но плечи должны оставаться в одном положении, то есть прямо. Вот мы стоим и начинаем сначала правым бедром, потом левым. И вот так делаем небольшие восьмерочки. Делаем вот такие восьмерки, потом можно ускоряться потихоньку. Плечи остаются, Марк, в одном положении, работают только бедра. Дожили. Ты можешь чуть-чуть пошире поставить ноги, вот, и работают только бедра. Переносишь вес с ноги на ногу, потом можно в другую сторону. Вот. У тебя очень хорошо получается. Спасибо большое. Мне кажется. У меня родственники из Самарканда, видимо. Ты мог бы сиять. Что, зарабатывать деньги на улице? Да. Сиять на сцене. Еще движения бедрами вот могут вот так сверху вниз. Вот так. То есть бедро оттягивается сначала, приподнимается наверх, и потом отпускается вниз. Также чуть-чуть можно Ты стопы помогать. не отрываешь или можно отрываешь? Отрываю чуть-чуть, да. Мгм. То есть можно немного себе помогать стопами. Удерживаешь живот, и ты работаешь вот только как будто ребра у тебя поднимаются наверх. Так? Типа вот, да. Хорошо, очень хорошо получается. Ты Хоть- быстро учишься. Ну, хоть что-то. Здесь тоже, получается, я Да, всё живот время держу и двигаю удерживаешь, только Вот, вверх, да? да. Вот. Тряска вот такая бедрами. Ну, расслабляется нижняя часть ног, работают колени все время право-лево, право-лево. Вот. И к ним же подключаются бедра. И вот если быстро делать, Нет, ладно, давайте это без меня, пожалуй. Это перебор. один из атрибутов, с которыми танцуют, это вот такие крылья. Вот так вот. Вот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот так. Танцуют с этими крыльями. Примеришь крылья? Конечно. Можешь вот так поделать сначала. На. Восьмерочки. Это как будто уже пошла немножко Испания такая. Вот такую еще могу дать. И завертели шенешечкой. Еще один из предметов — это вот такой платок. Я выбегала на сцену вот так, с этим платком. Дальше как-то покрутилась. И дальше пошла бедрами крутить. Вот еще были распущенные волосы. Я помню, делали вот так, назад. Записывайтесь на мои Платные курсы по платные восточным танцам. курсы по восточным танцам. Всему научим. А также хочу сказать, что я сегодня счастлив, потому что были сомнения, что мне делать дальше в жизни. Теперь сомнений не осталось. Я ухожу после восточные танцы. Также сейчас еще я попробую повторить фотографию, которая была сделана для мамы. Каждый раз, когда я сюда приходила в конце урока, обязательно нужно было сделать фотографию для мамы. И каждый раз, когда мне говорили эти слова, всегда получались самые лучшие снимки. Вот там я беру вот такую затяжечку. Подпорную ногу сейчас развернуть надо. Вот. Потом перехватывалась другой рукой и бралась за станок. Сейчас. Секунду. Как бы так. Мы подъехали к стадиону с говорящим названием «Дружба». Именно здесь начиналась профессиональная карьера Дарьи Садковой. Это не тот каток, где были сделаны первые шаги, но, повторюсь, вот именно спортивная карьера профессионально началась здесь. Мы сможем здесь сегодня покататься с тобой? Нет, к сожалению, покататься мы сегодня не сможем, потому что каток разморозили на лето. Но здесь есть одно не менее легендарное место, оно находится напротив, через дорогу. Кулинария, где я часто кушала после тренировок или перед тренировками, которая наполнена теплотой, Уютом уютом и дружбой. и ностальгией. Царит такая дружеская атмосфера, очень приятная. Я как раз уже проголодался, может, Мы скушаем можем что-нибудь? туда заглянуть. Ну все, давай, погнали.
я могу 100% посоветовать здесь морсы. Я очень люблю Домашние? брать морсы. Да, я вот вишневый с мятой. Ну вот какая-то Лапша. типа соба. Я буду паста с курицей. И джем, знаешь, что? Я возьму сырники. Я не буду сырники. Я буду лапшу. Так. Это девочки. Ой, это все. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Кстати, очень советую здесь сладенькое. Вот одно из любимых – это шоколадно-молочная девочка, кусочек торта. Это, кстати, Галина, человек, Очень который приятно. очень давно меня знает, следит за мной и давно здесь работает. С тех Вот. времен, когда ты еще здесь тренировалась? Да. Все слезы мы ее видели. Да, приходила Да, после и радости тренировок, тоже. Мы ее плакала. поддерживали, да. Как-то сказала, что я ее буду смотреть по телевизору. Вот сбылось. Сбылось? Да, сбылось. Ну, она брала все полезное. Так, а если честно? Честно? Честно. Салат Цезарь, наверное, там Салат хорошо. Цезарь, сырники. И молочную девушку. И молочную запеканочка девочку. ее. Но это было очень редко. В основном Сразу только, видно, подготовлен. только шоколадно-молочная девочка, другого не было. Ну ничего себе! Фантастика. Вот это встреча. Поделишься, где же мы находимся сейчас? А вот это у нас как раз-таки каток, на котором сделаны были мои первые шаги на льду. На этом катке у нас проводятся все соревнования. Также помимо катка можно заметить здесь дворец водных видов спорта и просто водный дворец. У Кстати, них есть тонкая какая-то разница, но мы пока ее не уловили. да, там у меня проводилась растяжка, но также там еще есть столовая, в которую мы заходили после соревнований. Это фантастика. Это У просто нас круто. сегодня какая-то удивительная здесь насыщенная программа. Да, Здесь будут проходить у деток чемпионат по прыжкам, а после мы будем проводить для них мастер-класс. да, Может, этим мы займемся сейчас уже? конечно. Let's go. Давай, погнали. Рядом с нами Оксана Владимировна, первый тренер Даши. Да. Можете, пожалуйста, рассказать, какой Даша была в детстве? И фигуристкой, и, что самое главное, человек. Даша была с детства ребенком очень открытым и выделялась хорошей хореографией всегда. У нее были всегда хорошо очень поставлены руки, она была очень эмоциональная всегда, очень катучая была. Было видно, что кататься ей очень нравится. Можете, пожалуйста, поделиться какими-нибудь историями, связанными с Дашей? Они могут быть веселые, а могут быть грустные. Не помню город, маленькая она была, в розовом вот в этом платье с черными такими вставками и Это бантом. была моя первая программа Да. под буги-вуги. Было розовое платье с черными такими полосочками и небольшими узорами. У тебя осталось это платьице? Да. Я помню, что мама после этого выступления подарила большой букет белых роз мне. Вот это вот я запомнила с первого выступления. Даша, она всегда была очень такая яркая звездочка и открытая всегда, и с такой яркой душой, и всегда очень целеустремленная. Ну, мне кажется, эти качества она принесла и во взрослую жизнь. Да, я тоже так думаю. Это очень классный, крутой новый опыт как и для меня, как и для Марка, наверное, так и для вас. Давайте начнем с простого. Это основной шаг, то есть еще также елочка. Встаем в третью позицию и толчок. Вот. Едем прямо, руки в сторону. Нога у нас высоко поднятая, на 90 градусов, дотянутая. Хочется отработать вот красивые базовые движения. Давайте с этого и начнем. Еще старайтесь держать корпус ровно и руки в сторону. Потому что может быть такое, что вы ножку поднимете высоко, но это будет скорее ласточка, чем толчок. Ребята, не забывайте толкаться из третьей позиции. Вот у вас идет толчок, и стопа отрабатывает до конца. На ножки-то вставай, вот ты села, выросла и снова подсела и оттолкнулась. Вы отталкиваетесь, подносите ногу вот сюда, рядом, пяточкой вот снова в третью позицию и снова толчок. Для того, чтобы у нас был толчок, и мы могли набрать скорость, нам нужно отрабатывать сначала, вот смотрите, задняя нога. Я отрываю сначала пятку и потом в самом конце носок. То есть я заднюю ногу стараюсь как можно дольше оставить на льду. Для того, чтобы случился вот такой вот сильный толчок, я помогаю также себе коленом
И таким образом я буду набирать скорость. Пожалуйста, не разговаривайте в то время, когда я объясняю какие-то упражнения. Давайте чуть попрыгаем. Мы делаем напрыжку на одну ногу, на вторую ногу. Перепрыжку. Вы отрабатываете не просто вот это вот Прыжок, да. Да, прыжок. А вы также отрабатываете и ногами, и на высоту вот эти вот две подпрыжки. Чтобы они не выглядели просто вот как непонятно что, вот так, расслабленно. Не оставляй плечи вот здесь спереди. Летишь сейчас вот так. У тебя плечи работают вместе с ногами. У вас пошло вот работа вот такая, в полсилы. Второе еще замечание, у вас руки гуляют вообще непонятно как. И отрабатывайте, пожалуйста, все в полную силу. Все вот эти мелочи, вот эти напрыжки, перепрыжки, это все смешно, понятно. Но потом любой прыжок, он делается за счет того, что ты себя выбрасываешь в воздух. И чем выше ты себя в прыжок выбросишь, тем больше оборотов ты сможешь скрутить. Вы нарабатываете мышцы и возможность прыгать высоко. Самая банальная, базовая вещь, которую вы должны понимать. Флип и лутс – это у нас прыжки, которые прыгаются с разных ребер. Флип с внутреннего, лутс с наружного ребра. У нас, например, есть такой вот полукруг. Флип у нас будет прыгаться по вот этому кругу. Раз, два, и у нас идет прыжок с внутреннего ребра по траектории этого круга. Лутс же у нас пойдет из круга. То есть мы заходим, и так как он прыгается с наружного ребра, мы идем из круга. Сейчас возьмем лутс, и как раз для того, чтобы удерживать наружное ребро, возьмем такое упражнение. Стоим на левой ноге, оттягиваем, и потом делаем вот такие зубцы. Я говорю вам сделать имитацию лутса. Оттянули и перешли на зубцы. Когда ты встаешь на зубчики, ты вытягиваешься наверх, как будто тебя за ниточку тянут. А ты сейчас делала вот на таких вот согнутых ногах. Плечи здесь не оставляем. Плечи у нас идут вместе с ногами. Да, хорошо. А давайте сделаем также по прямой. Лутс одинарный сначала. По этой же траектории мы делаем беговой, оттянули и одинарный лутс. Если вы учите двойной, ну, можете пробовать двойной. Смотри, ты заходишь и удерживаешь это ребро максимально. Для этого мы сейчас и делаем одинарный лутс, чтобы исправить ребро. А на высоту отрабатываем. С плечами все понятно, но отрабатываем высоту. Вы некоторые застреваете в лутсе. Вы подъезжаете, ставите ногу, застреваете, и вот медленно дальше у вас идет отрыв. У нас это все происходит в темпе. Мы поставили и сразу же работаем на взрывную силу. Вы здесь стали на лутс прямо, тройка у вас сюда, чуть-чуть так бесхозно. Попробуйте последить за тем, чтобы не только прыжок делался правильно, но и движения, которые находятся между прыжком, исполнялись правильно и по рисунку. Лера, оттяни и взорвись. Вот лучше. Плечи остались. Вот смотри, ты сейчас упал вот сюда, на эту сторону, потому что левое плечо осталось вот здесь. Опять, я дала определенный заход, ты делаешь по-своему. Я говорила про то, что нельзя вот так делать, как ты сделала сейчас. Ты воткнулась, и вот здесь осталось. Не довела левую ногу. Проводи ее до конца. Не бойся этого прыжка. У тебя он может получиться, если ты сделаешь все правильно. Не бойся его. Да, Сергей Викторович научил, как нужно все объяснять. Я ему очень благодарна за тот опыт, который он передает нам. Объяснение с полукругом, это вот он объясняет всегда так. Я вот взяла от него, это очень полезно, я считаю. Сергею Викторовичу привет. 2 минуты мы делаем задание. Вот, раз, два, подпрыжка вот такая. Важно, что здесь, чтобы вы удержали внутреннее ребро. Раз, два, и удерживаем, удерживаем, удерживаем как можно дольше. Смотри, какая статуэтка. Легенда. Легенда! Спереди сейчас осталось плечами. Вот оттягиваешься, оттянись. И идешь движение вот туда. Хорошо, хорошо.
Чуть-чуть сейчас, чуть-чуть совсем из круга вот пошла, но это было намного лучше, и на выезд сейчас отработала, молодец. Все то же самое, но только чуть-чуть попридержи. Все тело у тебя идет вместе, вот этот квадрат сохраняй. О, да! Хорошо. Всем спасибо большое, очень было классно и радостно вам сегодня проводить, да вообще, в принципе, проводить с вами время. Работайте над своими ошибками, развивайтесь, знайте, что нет ничего невозможного, и все у вас получится. Было очень приятно с вами поработать. Очень приятно видеть команду Первого канала Музея спортивной славы Республики Бриял. Мне очень хочется от себя передать некоторые вещи, в которых частичка моей души. Для меня это большая честь. Мое платье, по-моему, это вторая программа под «Королеву красоты». Помню, как ее любила катать. Помню также, что понимала, нужно какие-то эмоции проявлять, нужно улыбаться, отыгрывала это все. Это футболка джерси с моего первого кубка Первого канала, который проходил в Санкт-Петербурге в прошлом сезоне. Тогда я попала в команду к Ане Щербаковой, наша команда выиграла. От этого соревнования у меня очень приятные воспоминания. Это коньки, в которых я каталась последние 2 года. Сейчас они уже, к сожалению или к счастью, непригодны к катанию. Вот, Но будут эффектно стоять. Да, Но они будут искатаны. пригодны для нашего музея. Конечно. Да. Это будет просто достояние. И в этих коньках я завоевала серебро чемпионата России. Благодарна им, помогли мне. Также вот Марк помогает, держит каску из Челябинска, тоже с Кубка Первого канала. Это второй Кубок Первого канала. Также я попала в команду к Ане Щербаковой, и также мы одержали победу. Спасибо вам за эти подарки. Я думаю, что они будут ценным достоянием для нашего музея. Спасибо вам большое, что вот у вас получилось реализовать такую идею. И надеюсь, что вот люди будут приходить, и мне бы было очень приятно, если бы спорт в нашем городе, в нашей республике развивался. Это действительно очень важно. Спасибо. Даш, расскажи, пожалуйста, куда мы приехали, и, как я вижу, у нас пополнение в команде, да? Да, мы приехали ко мне домой, и нашего нового члена команды зовут Боря. Это у нас щенок Корги, стал новым членом нашей семьи. Он совсем еще маленький, ему чуть больше 3 месяцев. Вот, и мы его уже очень сильно полюбили. Ну вы посмотрите, какая сладкая булочка. Ты здесь жила с самого детства? Нет, мы сюда переехали, наверное, когда мне было 7-8 лет. До этого жили в квартире. Предлагаю тебе провести вот экскурсию. Боря уже вырывается, тоже Он уже готов. уже готов все рассказать и показать. Также познакомлю тебя со своими членами семьи. Это Остальными. прекрасно. С удовольствием. Спасибо. Пойдем? тебе. Пойдем. Знакомьтесь, это вот моя прабабушка Нина Васильевна. Приехала тоже к нам сегодня домой. Очень ее люблю, с ней прошла, наверное, большая даже часть моего детства. Очень часто к ней ходила домой после школы. Кстати, она учитель математики бывший, занималась со мной до 8 класса, стабильно учила со мной уроки. Вот первый шаг в жизни шагала, она познавала мир. Видите, как дошла. Это уже большая. Теперь она детский садик закончила. Посмотрите, какая красавица. А теперь хочу сказать, что у меня вся родня, все дети, вы знаете, мы настрой к жизни имеем, радость жизни. Вот все вот так размахнем руками и скажем «Здравствуй, день!» Начинается сегодняшний хороший день. И вот так вот все наши дети. И вот это Даша, первые шаги ее. На льду. Да.
Это еще до всяких занятий. А у нее чувство танца в ней уже было. А сколько народу к тебе шло в нашу квартиру, у нее друзей сколько приходило. Какие у нас хороводы новогодние были. Да, это правда. Да, и ведь годами до сих пор вспоминаю. Мы с Дашей-то как хорошо играли. У нас было, как говорится, чувство вот компанейское, дружественное. Так держать. Каждый раз, когда вот к бабушке приходим, всегда царит такая вот атмосфера любви, вот прям настоящей. Да, что надо Все сразу же уметь становится друг так друга просто. уважать и ценить. Еще бабушка меня, между прочим, научила играть в шашки, научила играть в карты. Всегда находили какое-то развлечение, рисовала я очень часто у нее, и до сих пор хранятся рисунки, даже самые-самые старые, когда мне там было, наверное, лет 5, где-то так. А твои рисунки в прихожую мою, как заходишь, висят все ее картинки. Как она красиво рисует. Я так и думала, что у нее это по линии рисовать. Но другой взяла. Коньки. Так что желаю вам успеха и дальше. Ой, спасибо тебе большое. Все, моя хорошая. Я тоже пробила. Вам как организатору. Молодец. Спасибо. Даш, у тебя такая большая, прекрасная семья. Познакомь, пожалуйста, нас. Это моя прабабушка Нина Васильевна. Дальше бабушка Ирина Анатольевна, мама моей мамы. Далее папа, мама, папа Андрей, мама Анна и мой младший брат Прохор. Вместе с ним еще сидит наша кошка Микис и песик Боря. Все мы знаем, какая Даша фигуристка. А можете, пожалуйста, рассказать, какой она человек? Даша очень добрая. Вот то качество, которое первое я хочу отметить, она очень любит родственников, она любит подружек. То есть она настолько добрый, яркий, солнечный человек, она всегда улыбается, она очень сильно переживает за другого человека. То есть это девочка с большим сердцем. Даша ответственная. Ей всегда нужно сделать все идеально, сделать все хорошо. В фигурном катании я открыл для себя то, насколько она эмоциональная. Это первое. И второе, она, как выяснилось, умеет преодолевать трудности и умеет преодолевать свои эмоции. Для меня это было открытием. Было ли понятно в детстве, что Даша станет спортсменкой, профессиональной спортсменкой, которая добивается серьезных результатов? Она занималась в детстве танцами, благодаря, опять же, маме. Я обратил внимание на то, что она запоминает сложные движения. Это были восточные танцы, и я думаю, что вот именно это придало в движениях пластичность рук, умение слышать музыку и понимать ритм танца. Но я предполагал, что она будет танцором. У меня другое видение этой ситуации. Я изначально думала, что у меня ребенок будет заниматься спортом. То есть вариантов не было вообще никаких. Она была с детства очень активная, подвижная. Она любила бегать, прыгать. И у нас была такая история. В 3 года мы полетели в Египет отдыхать. В Шарм-эль-Шейхе мы летим обратно. Заходим в аэропорт. А там, это пограничная зона, через которую надо пройти контроль пограничный. Даша видит вот это вот огромное помещение, вот это вот пространство, и она такая: здесь можно бегать! И побежала просто через этот контроль. И стоят пограничники, ее ловят. Нам кричат: ловите своего ребенка, показывают на нее. Поймать ее не можем, потому что она уже пересекла границу и побежала дальше. Ее там вылавливают, нам возвращают. В детстве растяжка. Она ревела, то есть вот в зале занимается, дедушка сидит, ждет ее, она выходит вся в слезах, но это там 4-5 лет, то есть понятно, что этот порог растяжки, когда надо его преодолеть, и чтобы сделать нормальный шпагат, то есть нужно преодолеть болевой порог, а потом уже все будет проще. И вот она ревет, дальше дед сидит в коридоре, потом мне звонит: ты издеваешься над ней? Она вышла, у меня сердце, говорит, кровью обливалось. Но она выходит из зала, уже вот это все прошло, улыбается: пойдешь? Пойду.
То есть никогда не было такого, что она сказала бы: нет, я не пойду ни на растяжку, ни на тренировки. Ну и тренера, кто с ней работали, конечно, всегда отмечали, что это девочка, которая как губка впитывает в себя, хватает на лету все, и с ней очень приятно работать. Когда вы для себя поняли, что фигурное катание – это теперь и ваша жизнь тоже? Не только ее как спортсменки, но и вас как людей, которые должны ее постоянно сопровождать, помогать, возить. Когда мы начали уже ездить в Москву, то есть я еще тоже тогда не верила, то есть мы раз съездили, два съездили в Москву, потом это началось, то есть 3 года вот эти вот поездки в ЦСКА, и вот в тот момент у меня стало приходить какое-то осознание, ну я думаю, либо это должно продолжиться, либо это должно закончиться, то есть так или иначе, ну год, ну 2 мы проездили, а дальше-то что? И вот когда мы после пандемии уже пришли на просмотр к Этери Георгиевне, и вот мы подъезжаем к Этери Георгиевне к этому, к Хрустальному, мы сидим с ней вместе в машине, я понимаю, что если мы сейчас туда зайдем, то это все, это вот переломный момент. И вот мы сидим с ней, идет дождь, сидим, она плачет. Я сижу, думаю, что делать-то, идти, не идти. Она говорит: я боюсь. Я говорю, и я собралась так вот в кулак, в силу воли. Я говорю: все, пошли. И вот мы выходим туда, в Ледовое, она начинает откатывать. День ее смотрят, 2 смотрят, а уже это август, и заканчивается у нас аренда квартиры. Я спрашиваю у Сергея Викторовича, какие наши действия. Он говорит: ну, решайте свои вопросы, приезжайте, будем дальше смотреть. Нашла квартиру, мы, значит, собираем вещи. Я говорю: Даш, пошли, то есть надо выезжать. И вот она села в своей комнате и сидит. Я сижу. Ну, уже ехать надо. Сижу, думаю, все, ладно, надо идти, собираемся. Даша, пошли. Я выхожу, она сидит. Она медленно идет по лесенке. Спустилась, села на лесенку и сидит. Ну, то есть это понимание, что все. Да, мы жизнь на до и после. Жизнь делится на до и после. И вот она посидела, я посидела, я говорю: ну, все, на дорожку посидели, пошли. То есть и вот мы собрались, сели в машину и поехали. Вот с этого момента стало понятно, что все, уже обратного пути нет. Это новая жизнь. Жизнь новая для ребенка, жизнь новая для нас. Очень часто в семьях с профессиональными спортсменами мужчины, скажем так, не выдерживают такой ритм жизни. Как это было у вас? Эмоции, вот те, которые в некоторых случаях, о которых вы сказали, перерастают в разлад в семье, они проявились во мне только в одном. Я не могу смотреть выступления Даши как бы онлайн. Я смотрю их в записи. Честно признаюсь, это малодушие, но вот эмоции мои проявились в этом. И только вот последний год я стал смело и решительно смотреть ее выступления в прямом эфире. Когда он приезжал последний раз на этап Гран-при в Казани, также выходил на моем выступлении. Да, ну, поверю ему на слово, то, что теперь смотрит онлайн. Вы считаете себя строгими родителями? Я да. А вы? Абсолютно не строгий. У нас папа пряник, а мама кнут. Это реально так. То есть папа... У нас с детства так было. У нас было с детства, папа ее очень любит, папа вечно они приходят, у нее там коробки кукол до сих пор, огроменная коробка кукол, я считала, у нее 22 или 23 куклы. То есть папа с ней приходит, Даша с коробками, с куклами, папа ей домики построил, мама стоит: Даша, тебе растягиваться, Даша, давай танцевать. То есть папа опять началось. Они разные, у каждого как бы своя точка зрения, в каждом есть правда. Наверное, мама просто всегда очень так нацелена на результат, она хочет. И мама и папа всегда очень хотят хорошее, светлое будущее, вот, за что им большое спасибо. Но каждый просто по-разному это проявляет. Но я хотела рассказать вот ту историю, когда мы ее один раз спросили: Даша, а кем ты хочешь быть? Ты, наверное, будешь как мама или папа адвокатом. Вот. Это ей было где-то года 3. Она сказала: нет, я не буду адвокатом, они слишком много работают. Ну, тогда, дедушка говорит, тогда ты будешь, наверное, как бабушка, экономистом, бухгалтером. Она говорит: нет, она тоже слишком много работает. Я, пожалуй, буду врачем.
Я говорю, ну, Дашенька, чтобы быть врачом, надо очень много учиться, чтобы уметь оказывать помощь людям. Они тогда будут благодарны тебе за то, что ты их будешь лечить. Она говорит, да, и врачиные подарки мне принесут. Теперь ей сыпятся подарки на лед. Приносят подарки и кидают, и кидают. Мы сейчас находимся в твоей комнате. Здесь много каких-то памятных для тебя вещей. Я вижу там медали у тебя в руках. Как Пачка каким-то образом детская. оказалась, да, детская пачка. Я какое-то время еще выступала на сцене, танцевала восточные танцы, и еще у нас был конкурс, где я вместе с девочкой Зоей Ковязиной, которая сейчас катается в парах вместе с Тёмой Моховым у нас на катке. Мы с ней вместе начинали также кататься, она родом из Йошкар-Олы, и вот мы с ней вместе танцевали вот в таких вот очень красивых пачках, номер на сцене, на пуантах. И вот здесь вот такие маленькие пуанты, они размером с мою ладошку. Вот. Совсем крохотные, очень милые. Давай, может, еще посмотрим медали, которые висят там. Да, давай, конечно, посмотрим. Покажи мне несколько, которые для тебя, наверное, ценнее всего. Это у нас серебряная медаль чемпионата России этого года. Вот такая она очень-очень красивая. Здесь у нее серединка так крутится. У меня даже есть отдельная фотография, где я просто вот после награждения вот так держу. Я сфотографировала на память, потому что она очень красивая. И здесь лента тоже. Омск, ты просто космос. Она очень тяжелая, кстати. Да. А что самое главное, она не только красивая, она очень необычная. Да. То есть это одна из самых интересных и необычных медалей, которые я видел в своей жизни. Это с этапа Гран-при в Москве этого года. Она, вот мне кажется, она такая значимая, потому что у меня такие теплые воспоминания остались после этого соревнования. Наверное, одно из самых теплых вообще событий сезона. Соревнование, на котором я совершенно не переживала ни за короткую программу, ни за произвольную, потому что, мне кажется, сказалась поддержка моих друзей, которые сидели тогда на трибунах в Москве. Очень меня поддерживали, я это чувствовала, и они как будто у меня забирали все волнение. Там я еще собрала чисто 2 четверных тулупа в произвольной программе. Вот, очень теплые воспоминания у меня об этом старте. Из таких, наверное, еще интересных, может быть, важных, я думаю, даже бронза этапа Гран-при в Казани. Это, наверное, такое соревнование, которое помогло мне абсолютно под другим углом посмотреть на старты. И я пересмотрела свое отношение к выступлениям. И, в принципе, вообще, как будто между короткой и произвольной у меня какая-то реинкарнация случилась, перерождение. И у меня тогда была плохая короткая, я сделала бабочку на каскаде. И была перед произвольной программой 7-я. Я тогда помню, что после соревнования я ушла с катка, никому не сказала, я не выходила ни с кем на связь. Мне звонила мама, я сначала сама просто по себе гуляла, сходила в церковь, очень долго не могла уснуть, наверное, до 2 часов ночи. И потом из-за соседей я проснулась в 5 утра, я собиралась на тренировку, и до этого у меня был личный стереотип, что мне нельзя слушать музыку перед соревнованиями, потому что это меня сбивает. И это был первый раз, когда я слушала музыку нон-стопом. Просто я собиралась, ехала на каток, перед тренировкой слушала музыку. И вот тогда я чисто откатала произвольную программу, но на 2-м тулупе я коснулась рукой. Но для меня это был очень хороший результат. И вот эта вот смена мышления для меня стала очень такой значимый.
И вот это, я думаю, мне в дальнейшем помогло в течение сезона выступать на стартах. Очень красивая медаль. Чемпионат Москвы. Очень красивая. Это вот этого сезона? Да. В октябре где-то, да? Да. Очень красивая медаль. Также здесь у нас есть интересная медаль. Даше там выдали прям нормально. Прокат жизни у меня Да, там и был. из 4 прыжков мы сделали 1. Я считаю эту медаль реально очень ценной, потому что она мне напоминает о сбывшейся мечте покататься на Байкале. Мне кажется, что вот у каждого спортсмена, который тогда катался вместе с нами, была такая мечта когда-нибудь побывать на Байкале и покататься на замерзшем льду. И вот такая вот очень красивая льдинка с Байкала тоже. 8 номер. И стала 8. Символично. Символично, но посмотрите, какая красота. И вот самое классное, что у каждого спортсмена своя собственная уникальная льдинка. Они разные по рисунку, Да. по узору По и форме. по форме. И, кстати, может быть, это было не видно во время награждения, но каждая медаль с Байкала, она уникальна. Она отличается по форме. Одна из, так скажем, достопримечательностей нашего дома — это наш задний двор. Здесь у нас растут ягоды, между прочим. И также есть еще теплица, которой занимается бабушка, познакомьтесь. Это Ирина Анатольевна, моя бабушка. Вот. Она вместе с дедушкой выполняет командную работу, следит за теплицей, ухаживает за ней. Здесь у нас в теплице растут самые хорошие овощи. Помидоры, огурцы. Здесь вон перцы. Также у нас зелень, лук, укроп и салатик. Мне кажется, что это очень классно, когда вот есть такая возможность иметь теплицу дома. В любой момент можно пойти, сорвать свежих овощей и сделать себе салат. Мы подъехали к Бауманскому лицею, где Даша училась. И сначала в начальной школе, потом в средних классах, и здесь закончила даже 9 класс. Можешь рассказать о том, как проходило твое обучение? Здесь мы стоим у входа в младшую школу. Также есть еще с другой стороны вход в старшую, но там сейчас идет ремонт, поэтому мы там зайти не можем. Я хочу сказать, что эта школа, наверное, одна из самых красивых школ, которую я видела. Мы можем пройти внутрь? Давай, с удовольствием. Мы находимся на 1 этаже, проспект Вежливости. Я обратил внимание, что еще при входе там висела надпись, тоже какой-то проспект или улица. Я такого в школе никогда не видел. Вот. Здесь вот такие красивые картиночки «Животный и растительный мир России». Мы рисовали на ИЗО, и некоторые картины брали на выставке. И вот одна из моих картин даже висела здесь. Ну и вот здесь мой 1 класс, в котором я училась. Здесь ты занималась первые 4 года обучения, правильно? Первые 3, но здесь прям все так поменялось. Совершенно другие парты, мебель и стены перекрашены. Всегда Молодец. очень любила учиться. Да понятное дело. Прибегала самая первая в класс. Помню, вот я за первой партой сидела, окружающий мир. Я помню, как мы, когда жили в другой квартире, к нам пришла в гости наш тренер, и у меня было задание по окружающему миру про зайца, какого цвета заяц в такое время года, какой в другое время года. И мы никак не могли найти ответы на эти вопросы. И сидели вместе с тренером, готовили домашнюю работу. Вот сейчас поднимемся на 2 этаж. Да. И вот здесь, тут вот такая интересная задумка, пиши правильно, как некая шпаргалочка. Ну прикольно, по алфавиту, да, я вижу слова разбиты. Куда мы сейчас направляемся? В кабинет, в котором я училась весь 4 класс. Случился небольшой переезд. Вот, и сейчас сюда зайдем, 12-й, а тут уже
моя учительница начальной школы. Да, стойте. Здравствуйте, Привет, моя хорошая. Здравствуйте, моя звездочка. Здравствуйте. Видела тебя на Байкале. Спасибо Маме уже большое. сказала. Спасибо. Как говорю. Лежу, смотрю, думаю, хоть бы Даша, хоть бы Даша. Я объявляю, Дарья Садкова. У-у. Мне кажется, что вообще почти ничего не поменялось. Доску помнишь? Конечно. Место твое на первой партии. Даже помню, ты да. вот тут сидела у меня. Стульчики маленькие стали, да? Да. Пригласила ты меня еще в Ледовый дворец на выступление свое. О, это была песня. Я не ожидала даже, что так можно заниматься. А как проходило обучение? Работоспособной была, ответственная Да, или да, так? да, ну, халтурщица ответственная очень. Я вот хочу сказать, что ее как-то на все хватало. Цель поставлена, цель достигнута. Вот. Так что очень я горжусь такой девочкой, горжусь. Спасибо. Спасибо Замечательная большое. ученица. Спасибо Ну вот и сейчас мы пойдем в класс социального танца. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Я впишусь вот в это. Даша! Ты расходишься? Расходимся. Вот это вот. Случайно мы поймали Лену, это моя одноклассница, с которой мы учились с 5 по 9 класс. Мы всегда вообще с классом очень ждем приезд Даши, радуемся за ее победы, активно следим. Всегда с нетерпением ждем приезда. Ой, повзрослела-то как, а всего-то год не видели. Даша всегда была очень целеустремленной, потому что у нас с классом планировалась поездка в Санкт-Петербург, но Даша, к сожалению, к той поездке сломала ногу. Но ее тяга посмотреть искусство, посмотреть Петербург и провести круто с нами время была выше, поэтому она со сломанной ногой поехала с нами в поезде, просто в гостиницу, ну, да, на экскурсиях. Я поехала туда с лангетой, с костылями, и уже там я снимала эту лангету и ходила без костылей. Вот так вот. Мы раньше любили после экзаменов ходить в Макдональдс и постоянно играли в Roblox. Даша обучала нас разным играм, показывала все разные способности пройти их, да, в многоходовке. Да, это, кстати, было очень типа забавно. год-два назад. Да. Она постоянно, давайте сыграем в Roblox, мышки, сыр, давайте сыграем в Roblox. Моя классная руководительница Наталья Анатольевна Крашиева. Когда у меня в классе оказалась вот такая вот хрупкая, маленькая девочка, трудолюбивая, прям очень трудолюбивая, что меня всегда восхищало. Думаю, ну откуда в ней столько сил берется утром пойти хоть на тренировку, приехать обратно, отсидеть на занятиях, тренировка закончилась, поела, вернее, закончились уроки и опять на тренировку. И вот это вечное, куда-то уезжать, соревноваться, нервничать, при этом еще учиться. И мне всегда казалось, ну как? Кроме восхищения ничего не вызывало. Поэтому я со своей стороны всегда старалась Даше помочь. Но я помню, как Наталья Анатольевна, наверное, последний год уже тяжело справлялась. Я была в Москве, мне присылали задания, и все время меня подгоняли, говорили: Даша, давай, нужно сделать... Оценки нужны оценки, давай быстрее выполним, уже закрывается триместр, быстрее, быстрее, быстрее. Это такая самая живая, дышащая часть школы, ну не считая, конечно, учеников. Сюда можно прийти на перемене или после уроков, чтобы расслабиться, отдохнуть. Вот, быть ближе к природе. За садом очень трепетно ухаживают, стараются, чтобы здесь уже много лет некоторым деревьям, растениям. И вот попугаи. Очень мило, когда ты сидишь в учебном кабинете, но при этом слышишь их пение. Да.
Марк, хочу тебе также представить, это завуч нашей школы Ольга Александровна Гусева, человек, который играет очень большую и важную роль, делает свой вклад в развитие этой чудесной школы. Очень приятно, рад знакомству. Взаимно. Мы сейчас не случайно, наверное, здесь с тобой встретились, потому что это наше вот действительно достояние, чем мы гордимся. Учитель всегда гордится своими выпускниками и учениками. Это лишь маленькая часть тех, кем мы гордимся. Но вообще мы гордимся всеми. Но здесь это те, которые внесли уже свой выдающийся какой-то вклад в то или иное направление. И тут я вижу... И тут, посмотрите, Даш, ну вот, лицо. понимаешь, это был такой сюрприз. Ой. Я думаю, что он удался, потому что мы всегда гордимся, что наша галерея пополняется. И, наверное, твой портрет по достоинству занял это место, и мы теперь, когда к нам приезжают многие-многие люди, приходят очень много учеников, мы всем показываем нашу аллею славы, и теперь ты по достоинству здесь будешь тоже, и мы будем о тебе рассказывать, и показывать, и гордиться, и мы всегда, и школа, и учителя, и дети всегда будем рады тебе, и пусть все получится. Спасибо Гордимся большое. тобой, ты умница. Мне просто безумно приятно, даже словами не передать. Здорово, что ты у нас есть, была и будешь. Каждый профессиональный спортсмен сталкивается с тем, что времени катастрофически не хватает. Постоянные тренировки, учеба, секции. Все-таки чем-то ты занималась, когда у тебя находились крупицы свободного времени? Может быть, ходила гулять? И если да, то куда? В перерывах между школой и тренировками я чаще всего была у бабушки дома, с ней я делала уроки и просто проводила весело время. Если же не у бабушки, то у другой бабушки, а если же не у одной из них, то встречалась с друзьями, как раз гуляла вместе с ними по набережной, и по сей день, если приезжаю сюда, к себе домой, то обязательно ходим, гуляем, и это место не исключение. Сильное ли чувство ностальгии оно в тебе вызывает? Конечно. Или, знаешь, это уехала в Москву и... Нет, конечно, вызывает чувство ностальгии, когда едем сюда. Чем ближе я подъезжаю к городу, тем больше у меня такое предвкушение, и мне очень приятно и комфортно здесь находиться. Очень люблю этот город. Не хочешь после окончания карьеры вернуться сюда жить? Мне кажется, что после окончания карьеры я приеду сюда и месяц минимум буду здесь еще жить. Чтобы общаться с теми, по кому соскучилась? Да, общаться с родными, друзьями. Как давно появилась эта набережная, и что здесь было вообще до этого? Сколько я себя помню, всегда при моей жизни уж точно была эта набережная. По рассказам моей мамы, здесь раньше, до вот этих красивых построек, была просто трава. Не было буквально вообще ничего. Очень круто, что город вот так преобразился в лучшую сторону, и теперь сюда съезжается очень много туристов. Друзья, значит, мы сейчас находимся рядом с одной из главных местных достопримечательностей. Это Ёшкин кот. Мне кажется, что сначала узнают о существовании этого памятника, а потом о городе Йошкар-Ола. Посмотрите, какой красивый, харизматичный кот. Ну и надо, чтобы собрать всю удачу, как бы поменяться. Все, успех Вот еще погладить точно чуть-чуть будет его за ушком, с да, нами. хочется. Вот такой получилась наша поездка в Йошкар-Олу. И напоследок хотел бы напомнить о 3 основных принципах нашего проекта. Первое – это история одного человека, становление одного героя. Даш, спасибо тебе большое, было очень интересно и классно. Мне тоже. Спасибо большое, Марк, что приехал сюда, посмотрел на наш город. Приезжай еще, обязательно. Думаю, что мы круто провели время. Да, спасибо тебе большое, договорились. Во-вторых,
показать, насколько разнообразна, удивительна и красива наша страна. И город Йошкар-Ола будет яркой точкой для нас на карте России. И третье, хотел бы напомнить всем людям, что при должном старании, усердии, труде и щепотке удачи можно добиться любых высот и подняться на любые вершины. Спасибо вам большое за просмотр и что были с нами. Всем пока! Всем пока-пока!